Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами видео обзор на изделия от разных продавцов и также на мои. Вот здесь вот мои трубочки лежат, здесь тоже моя соломка лежит, а здесь уже бонусы от Натали, шайбочки. Здесь мне, которую посылочку присылали в подарок. Так, ассорти от Софии. Эта шайба тоже от Софии, я так понимаю, да. Изделия от Софии. От Софии с Нижнего Новгорода. Здесь лежат мелочки Белгород и Боровской. Это будем перебивать вкус. Так, мои изделия ставим на самый конец. Давайте пробовать. Давайте начнем с шайбы, которую бонусом мне положила Натали с крайнего заказа. Так, просто шайба. Вот такая шайбочка. Ну, не сильно морает ручки. Серого цвета. Я не знаю, из чего она состоит. Но так как я перепробовала много всего, думаю, разберемся. Давайте пробовать. Угу. Здесь точно есть либо сандин, либо лазурит. Эта шайба по-любому состоит из башкирских сортов. Здесь по-любому есть лазурит. Прям хорошенько отдает лазуритом. Очень сильно залипает. Прям очень. И я не чувствую ни астану, ни мел, нет. Вот просто вкус лазурита. Пыльный, мокрой земли. Слегка такой, есть очень легкая нотка бетонная, мокрого бетона. Вкус насыщенный. Прям вот такое ощущение, что взяли лазурит. Ну, эти разводы. И вот из него слепили. Так, перебьем мы боровским, потому что вкус очень яркий. Обожаю боровской. Сухой сорт с мягкой крупиночкой до конца. Вкус пыльный, сухой извести и меловой. Обожаю этот сорт. Перебивать вкус жирных башкирских сортов, да и вообще любого жирного сорта, сухим сортом милое дело. Так, это тоже был бонус. У нас здесь соленая и кудряшка и мрамор. Вот давайте начнем с соленой. Вот такая палочка светло-серого цвета. Давайте пробовать. Она не хрустит, мягкая, залипает, солененькая.
Угу. Вкус очень прикольный. Здесь по-любому есть бархат. Знаете, что она мне напомнила? Она мне напомнила отчетливо вкус горной голубой соленой. Вот прям один в один. Классная палочка, чистая, не скрипит, здоровская, но залепила все. Так, и сейчас мы будем перебивать Белгород. Белгород пиленый попал тоже в список моих фаворитов. Вот он уже отличается от Боровского, он чуть помягче будет. Мою стряпню, так сказать, сюда отложим и пойдем по кругу. Так, кудряшка мрамор. Мы ее с вами пробовали, когда я делала распаковку. Сейчас еще раз попробуем. Вкус кудряшки перебивает вкус мрамора. Очень залипушная, прям очень. Прикольная, но соленая мне понравилась больше. Она залипает, ну не хрустит, ничего, но залипает очень сильно. И вкус кудряшки преобладает. Я сегодня взяла Белгород и Боровской, чтобы, скорее всего, компенсировать хруст, потому что изделия, как сами слышите, практически не хрустят. Ландыш мы сейчас будем вот так высыпать. Не стала заранее доставать из пакетиков, чтобы не перепутать. Ландыш. Это вот такие вот мини-подушечки маленькие. Цвет молочный, с серым подтоном. Есть чуть побольше, есть чуть поменьше. Давайте пробовать. Хотела посмотреть состав у Натали в группе ландыша. Но нет, зато я знаю, из чего сделана вот эта шайба. Бархат, мрамор и нежность. Но отдает лазуритом. Вот такое сочетание. Давайте еще раз погрузим. Угу. Так, по моим ощущениям, в ландыше есть по-любому каолин, астана, что-то такое. Мела я не чувствую. Она такая прям каолиновая. Вкус слегка меловой, мокрой стенки, звездки. Очень сильно залипает, и вкус сливочный, каолина. Вот вкусы все равно, когда ты
У тебя есть любимые сорта, которые ты пробовала? У меня очень хорошая вкусовая память. То есть, если я попробовала, я запомнила. Вот как кудряшка. С чем она там? С мрамором. Мрамор не чувствуется, но чувствуется сразу вкус кудряшки. Вот, травянисто-земельный. Закусим Белгородом. А вы напишите мне, пожалуйста, любите ли вы такие изделия и заказываете ли вы их себе. Веснушка. Ну, веснушка отличается от ландыша, сами видите цветом. Она желтенькая. Видите? Цвет топленого молока с желтинкой. Давайте пробовать. Угу. Кстати, ландыш не скрипел. Веснушка плотненькая достаточно. Поначалу сухая, а затем растворяется в жирную массу. А я здесь чувствую мел. Угу. Здесь есть мел. Вон, видите? Залипает капец как сильно. Сначала очень сухая. Ее жуешь, и она растворяется и залипает. Не скрипит. Здесь я отчетливо чувствую мел. Здесь есть мелок. И здесь есть еще башкирский либо подсолнух, либо руслан. Вот что-то из этого. Вкус меловой. Поначалу пыльный. А затем при растворении, не зря его веснушка назвали, отдает мокрой дорогой и травами, сухими травами. Самое залипучее изделие из тех, что я сейчас попробовала. У сухих сортов, как Севрюкова, Белая гора, Белгород, Боровское, есть один минус. Много откусишь, когда становится очень сухо во рту и очень-очень тяжело жевать. Шайба ацефи. Состав не написан. Вот такая она красивая. Желтенький развод, но здесь походу мелочек есть. Очень плотная. Давайте пробовать и угадывать, что же тут есть. Как неудобно откусывать от такого формата.
я бы сделала эти шайбы чуть потоньше, в половину. Очень удобно откусывать. Здесь по-любому есть мел. По-любому есть нижегородские. Вот видите? Они похрустывают на зубах. По вкусу мне маковка дает. Угу. Она не такая жирная, как эти. По вкусу она прикольная. Ну, первый минус — это очень тяжело откусить от такой толстой шайбы. Здесь есть мел. Здесь по-любому есть нижегородская либо маковка, либо матрешка. Но мне маковка отдает. На мое личное ощущение, здесь есть либо каолин, либо чуть-чуть астаны. Ну, что-то из этого. Так. Так как у нее вкус очень легкий, перебивать ее, зажевывать, так сказать, ее не будем. Следующая тоже шайба от Софии, но не подписан состав. Но она такая красивая. Смотрите, какие разводы. Аметист. Вижу. Что-то на голубую узбечку похоже. Видите, какими кусочками здесь? Все цвета радуги. Давайте пробовать. Что же здесь такого? Походу, я ее тоже не откушу. Угу. Здесь есть голубая узбечка. Кайф. Голубая узбечка, мел, солененькая. Вкус прикольный. Вот эта шайба мне нравится. Для откусывается она легче, чем вот это. Угу. Чуть-чуть поскрипывает. Это не скрип, девочки, это уральская. Здесь есть крошка уральской. Шайба эта клевая. Тоже очень сильно залипает. Вкус чуйской чувствуем. Мела. Видите, аметист. Но аметист здесь не чувствуется. Откусила, и она развалилась. Догрызу сейчас этот маленький кусочек. Хоть в этой шайбе намешано, как говорится, всего, залипло жестко, но отчетливо чувствуется вкус голубой узбечки и слегка меловой. Она солененькая, приятная, но надо ее срочно закусить. Залипла, конечно, она жестко. Так, здесь у нас ассорти, тоже от Софии. Здесь разных форм.
Так. Вот здесь и подушечки, они отличаются по цвету. Так что тоже будем угадывать, что есть что. Смотрите, прям серенькая. Вот с нее и начнем. Угу. В составе чародейка. Прям четко чувствуется чародейка и больше ничего. Вот как для меня минус чародейки, она перебивает весь вкус других сортов. Так, вот такой треугольничек. Угу. Солененький, практически не залипает. Здесь точно есть мел. Сейчас еще раз пожую. В этом треугольничке по-любому есть кимбрийская. Так, давайте такой попробуем. В этом треугольнике отчетливый вкус каолина. Угу. Мел, каолин. И такой отчетливый вкус уфимочки. Сначала пыльный, суховат, затем в такую жирную массу со вкусом каолина, сливочный. В послевкусии вкус мокрой земли. Интересненько. Так, ну вот тут у нас еще один треугольничек остался. Это точно такой же, который мы грызли до этого. Угу. В чем минус, как для блогера, они не хрустят. Так что хрустанем Белгородом. Давайте попробуем серенькие, потом попробуем беленькие. Ну, здесь по-любому есть чародейка. Угу.
Знаете, меня что радует? Вот Сонины изделия, они не скрипят. Ух, как залипает этот желтенький. Ну тут Калин либо Астана. Прям нежный-нежный. Вкус пыльно-сливочный и мокрой пыли. А вот у сереньких вкус чередейки перебивает все. Прям там гудрон и шпалы. И мокрый чернозем. Пока желтенькие одинаковые. В желтеньких по-любому башкирские сорта. Потому что очень сильно залипает и отдает прям подсолнуха мне. Так, ну этот отличается и от серых, и от желтых, видите? А сейчас мы его попробуем. Вот такой вот он. Он цвет бежевый. Татарская роза. Татарская роза с мелом. Сразу вкус мокрого леса. Так, ну изделия от продавцов мы все попробовали. Давайте теперь мои пробовать. Итак, эти палочки из Киргизии чернослив, Киргизии 2 в одном и Астаны. Мои-то самые плотные. Очень классно получились, плотные, чистые и вкус сливочный, мокрого чернозема. Классно. Прям такая, знаете, мокрая земля, прям мокрая-мокрая. С такой хорошей сливочностью. Это Туркестан коричневый, радуга. Как по мне, неплохое сочетание, но я не очень довольна этим рецептом. Туркестан коричневый наглухо перебивает вкус радуги с вот этим вкусом грязи. А от радуги сильная залипучесть. Прям очень сильно залипает. Получился Туркестан коричневый, капец какой залипучий.
Здесь, значит, да, они отличаются по цвету, думала, не ту взяла. Это чернослив с Астаной. Киргизия чернослив. Офигенно получилось. Очень плотные получились. И вкус чернослива с Астаной обалденный дуэт дал. Вкус мокрой земли. А вот эта сливочность от Астаны плюс сливочность от чернослива. Это прямо... У меня пока самое лучшее это чернослив Киргизии и Астана. Так, и здесь. Так, это пломбир, а это снежинка. Давайте начнем со снежинки. Здесь ЖТС белая и мел, по-моему, Севрюкова. Угу. По вкусу получился как глиномел. Бетонный вкус с примесью сухой звездки и меловой. Ну, тоже прикольненько. Так, ну это я попыталась повторить пломбир. Здесь каолин узбекский и белая гора. Получился очень мягкий, очень сухой, тоже средненько. Еще хочу я солененькую палочку откусить. Вот так интересно, соль чувствуется в самом-самом конце. Ну и догрызем с вами брусочек боровского напоследок. Итак, что я хочу сказать в заключение. Прикольно попробовать, но заказывать изделия я, скорее всего, не буду. Из всего ассортимента мне понравилась веснушка, мне понравилась соленая,
Мне понравилась вот эта шайба с башкирским ассорти. Здесь у нас бархат, мрамор, нежность. Прикольная. Эти мне не зашли с чародейкой. Вот эта шайба прикольная, которая ассорти. Здесь и голубая узбечка, и аметист, и уральская. Такая вот интересная. Эта шайба мне не зашла. Она с нижегородскими, суховата. Ну, и из моих самая классная это Киргизия 2 в одном. Чернослив и Астана. И чернослив Киргизия и Астана. В общем, вот так. Вот такой у нас с вами обзор сегодня получился. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.